Приветствую вас, уважаемые подписчики и гости моего канала. В сегодняшнем ролике я решил показать на практике, как работает сухой теплый пол, уложенный методом змейка. Так как было очень много вопросов и комментариев от имени подписчиков, ну и просто посетителей моего канала. Итак, приступим, друзья. Итак, друзья, приехал я 2 часа назад. Сейчас у нас на улице 0 градусов. В доме у меня работает котел, он нагнал температуру благодаря радиаторам 20 градусов. Влажность у меня 39%. Ну и, соответственно, вы видите, какая сейчас дата и какая влажность на улице. Чтобы не было обмана, вот пирометр, да, включаем в этой же точке, он показывает 19,9 градусов. Этим же пирометром мы будем мерить ламинат, под которым уложен теплый пол змейкой. Итак, в котельной температура теплоносителя внутри котла у меня 68 градусов. То есть котел вышел в рабочий режим. Соответственно, температура линии подачи, основного коллектора, вообще всей системы отопления 60 градусов. И температура обратки где-то 50-56 градусов, на 4 градуса меньше. Соответственно, на коллекторе теплого пола на линии подачи у меня 56 градусов, 57, наверное, вот так. 35 у меня на обратке, так как я включил 2 часа назад, пол холодный, ледяной, он еще не успел прогреться. И здесь дублируется, у меня показывает 56, и вот эта индикация, она показывает, что циркуляционный насос работает в нормальном режиме. Статическую головку я поставил на 40 градусов еще 2 часа назад. И, соответственно, сейчас я сделаю замер контуров теплого пола, подачи и также обратки. Вот, стреляю лазером, у меня получается 38,8, 39,4, здесь 39,1. Соответственно, обратка 37,4, 35,6, 36,7. 36,7 и здесь 37. Так, пол холодный, соответственно, он поглощает тепло, поэтому разница температур линии подачи и обратки на данный момент составляет 3,5 градуса. Итак, пойдем мерить сам теплый пол. Так, друзья, замерять будем напольное покрытие при помощи вот такого лазерного пирометра. Там, где лазер, там мы видим вот температуру пола. Вот так приступим. Начало змейки. 23,1. Вот оно, начало, 23,1. Вот оно у нас. 21,5. Это уже середина змейки. 21,7. Вот оно, 21,7. Дальше уже ближе к концу змейки. Вот. Та линия идет ближе к концу. Вот самый-самый конец змейки. Вот он, 19,5, 19,9. Вот она, да. 21. Вот одна из самая холодная точка, 19,3. Опять же, пол поглощает. То есть смотрим опять же самый старт, начало. 23. Да. 22,9. Итого получается у нас разница между началом и концом 3 градуса. 3 градуса, что вполне допустимо, и ногами это ощутить вообще абсолютно невозможно. И все же, хочется какой-то экономии, чтобы пеллет кушал котел меньше. Соответственно, что я делаю? Я вот на вот этой термостатической головке температуру 40 меняю на 30. На 30. И дальше
проходит время, ну, на коллекторе устаканивается температура. Сейчас она 40, да, сейчас она через какой-то период времени упадет на 30. И я пойду сделаю повторно замер. Ну и заодно, чтобы не было обмана, покажу, какая температура у пола, где нет подогрева, чтобы вы ощутили разницу. Итак, температура пола у нас стала 30 градусов. Соответственно, линия даже подачи стала поменьше. Хотя на обратке основного коллектора у нас 58. И на подаче у нас 60. Идем мерить. Итак, вот у нас лазер 22,7 в самом начале змейки, 21,2 в середине и в конце у нас 19,4. Для примера, температура обычного пола без теплой трубы 13 градусов. Ну вот она везде по-разному. Вот здесь, например, 12,6. Ну и температура радиатора, вот она у нас сейчас, 50,8 градусов. Ну, радиатор горяченький. Просто нужно поставить точный более коэффициент. Ну вот он, 53,9 градусов. Итак, друзья, подведем итог к данному ролику. Теплый пол, уложенный змейкой, 124 метра. Разница температур между началом и концом линии варьируется от 2,5 до 3 градусов. Эффекта зебры нет. Ну вот, лазером мы это промерили. Соответственно, неважно, какой у вас будет котел, электрический, газовый, пеллетный, твердотопливный, то количество энергии, которое необходимо будет потратить, оно будет в любом случае одинаковым. Уложено это улиткой, змейкой, в стяжку, либо это сухой теплый пол. Единственное преимущество данного теплого пола это то, что я вот приехал в замерзший дом, запустил котел, включил его, он тут же греет. Ему не нужно прогревать никакую стяжку. То есть все тепло, оно идет непосредственно на напольное покрытие. Опять же, если у вас появляются какие-либо вопросы, пожелания, давайте спорить, рассуждать, анализировать вместе. Пишите об этом деле в комментариях. Буду рад ответить на любые вопросы. Опять же, кому интересно, где я купил качественные пеллеты, можете написать мне в телеграм-канал. Я отдам контакты человека, который с радостью вам продаст. Итак, спасибо за внимание. До новых встреч. Будут новые видео. Подписывайтесь на мой канал.